Готов? Да, готов, да. Поехали. Добрый день, меня зовут Клименко Андрей, я капитан команды Телепорт. Мы сделали кейс номер 4 «Экономика совместного потребления». В двух словах, Телепорт – это базовый доход, который вам дает ваш интернет-роутер, пока вы спите, работаете или общаетесь с семьей. Если более подробно, то это платформа Sharing Economy, которая позволяет вам сдать в аренду интернет, который у вас дома простаивает, заработать за это криптовалюту, а владельцу сайтов позволит взять в аренду эту простающую полосу, обслужить миллионы пользователей этого сайта и в целом заплатить за это меньше, чем они сейчас платят в текущий момент. То, что мы делаем, называется Content Delivery Network. Это большой бизнес, который вырастет в несколько раз в течение ближайших 5 лет. Можно ли это сделать без блокчейна? В принципе, да, можно учитывать работу этих нод, записывать в базу данных, но блокчейн дает несколько ключевых качественных преимуществ. Первое – это открытая платформа, любой может построить свою CDN-сеть, например, в Германии продать услуги CDN, пользоваться нодами, которые расположены в России, в Америке, в Австралии, в Африке, выплачивать им единую криптовалюту, снимается проблема трансграничных платежей в разных валютах. И самое главное, работа прозрачно отображена в блокчейне и гарантируется смарт-контрактами. Мы также подумали о банке, который является автором этого кейса. Если вы начинающая CDN-сеть, то вам нужны деньги, чтобы платить CDN-нодам, а клиент вам заплатит позже. Поэтому банк может вам выдать услугу факторинга, то есть фактически покредитовать вас немножко вперед этими деньгами. Также, если вы растете, вам нужно покупать дополнительные мощности, вы можете взять в банке кредит, купить это оборудование, а гарантом ваших платежей будет будущая выручка, которая прозрачно отображена в блокчейне. Смарт-контракт будет просто автоматически перечислять в банк платеж по этому кредиту. Мы сделали MVP, это серверное приложение в виде ноды на Node.js, это JavaScript код на сайте, и это смарт-контракт на Ethereum. Вот здесь был видеоролик, скринкаст этого MVP, я не знал, что нужно будет его показывать, но сейчас мы покажем его просто так. Ну, именно прямо с экрана. Спасибо. Отлично. MVP-шку будешь показывать? Да, MVP-шку. Максим. Это наш главный разработчик Максим, большое спасибо ему за работу. Вот вы здесь видите, пользователь зашел на сайт, ему прокручивается видео, сайт это как бы заказчик, есть раздающая нода, которая выдает контент, здесь в браузере принимающая нода, которая его принимает, делаются две подписи, нода раздающая подписала, я сделала работу, нода принимающая здесь подписала, я файл получила, и за каждый сегмент начисляется определенное количество токенов. Ну а там просто можно технические детали. Все, спасибо, это все MVP. Отлично, и да. Молодец. Кстати, очень, опять же, уложился. Да, спасибо. Так, у нас вопрос от Виталика Бутерина. Да, то есть сначала, как я понимаю, в этой системе, то есть каждый человек на раутере держит какое-то количество файлов, и потом, когда какие-то другие юзеры пробуют там на один из этих веб-сайтов пойти, то файлы загружаются из этого раутера, и человек с раутером зарабатывает количество денег. Ну да, в целом сначала они загружаются, а потом они в множестве раз загружаются другим людям. А кто платит им эти деньги? Эти деньги платит конечный заказчик сайта, ну то есть веб-сайт, да, который... То есть вот такая вот атака. Да. Представим себе, что я знаю, что я сам на своем раутере держу какой-то один файл. Да. Потом я беру там другим каким-то интернетом, ну, может быть, там телефоном. Просто там этот файл 10 тысяч раз загружаю. И так потом раутером зарабатываю много денег. То есть как это разрешить? Здесь довольно длинный ответ будет, я потом обязательно расскажу, но здесь специально введена так называемая контролирующая нода или нода-свидетель, как мы ее называем. То есть это JavaScript-код, который внедрен на сайт конечного клиента, и он проверяет, что этот файл к нему пришел, делает свою подпись. То есть нельзя будет сделать какие-то сторонние ноды, которые загружают с этой раздающей ноды эти файлы, потому что не будет нужной подписи. Сейчас, а кто может подпись сделать? То есть, подпись может сделать JavaScript-код, который внедрен на сайте клиента. То есть есть клиент, например, сайт HBO Go. Там на нем стоит JavaScript-нода, которая подписывает весь трафик, который к ней приходит. Виталик, говори, пожалуйста, микрофон, чтобы все слышали вопрос. То есть есть HBO сайт и HBO сервер. Да, потом представим себе, человек делает 10 тысяч виртуальных машин. На каждой виртуальной машине загружает сайт HBO. Да. HBO, во-первых, это платный сервис, то есть нужно будет заплатить каждой из этой виртуальной машин, прежде чем получить доступ к этому сайту. Чтобы получить доступ к сайту HBO, нужно и будет каждому из этих 10 тысяч компьютеров заплатить какие-то деньги. Да, совершенно верно. Это для бесплатных сайтов не сработает. Для бесплатных сайтов тоже сработает, потому что это очень похоже на атаку ботами. Есть такая проблема, например, в индустрии рекламы, когда множество ботов ходит и скликивает
рекламу. Есть специальные методы борьбы с этими ботами, то есть их анализа. И, собственно говоря, здесь тоже также будет анализироваться поведение, ну, обычными там методами, которые применяются, например, для этих ботов. И на самом деле здесь будет сделано следующим образом. То есть будут организованы платежные каналы, можно будет оштрафовать неправильные ноды, то есть если не заработали там коины недостоверно, то можно будет на них потом их забрать. Хорошо. Да, спасибо большое. Спасибо. Следующий проект IQ 300. И, пожалуйста, готовиться